Меня как будто что-то туда повело, вот какая-то неведомая сила на остров Кижи. Плюс директор тогда был Лопаткин Михаил Васильевич. Он стал меня атаковать, чтобы я поехал на остров и занялся реставрацией. И вот в 97 году прошлого тысячелетия мне уже было 52 года. Вот я нашел слово, это авантюризм. Вспомнил, такой, в общем-то, безграничный, наверное. Мне уже было 52 года, я поехал на остров. Я все бросил. Вот. Поменял сартовальскую квартиру на Петрозаводскую, перевез семью в Петрозаводск. Жене дали работу тоже в музее Кижи. И вот с 97 года я стал организовывать там плотницкий центр. Для начала плотницкий центр. Потому что там все, честно говоря, падало. Вот буквально, ну это ж годы какие, 90-е, когда вообще там какая там культура. Там выживать-то надо было как-то. Вот. Все, я стоял, помню, под часовней Михаила Архангела, а мне смотрел наверх, а мне с гладки в лицо летели лемеха. Вы можете себе представить, ветер был сильный. Прямо слетали, срывало ветром даже, не говоря уж о том, что гнило. Да, и вот я стал организовывать плотницкий центр. Ну, это громкое слово, наверное, плотницкий центр. В общем-то, бригаду. Хотя бы какую-то бригаду, чтобы поддержать эти памятники. В основном из местных. Честно говоря, местные были все спившиеся. Ну, естественно, да. На острове жизнь была очень тусклая в те годы. Даже электричества не было нормального. Вечером идешь, вот кромешная тьма, ничего не было освещено. Ну, трудно сейчас, конечно, вспоминать даже, и трудно понять, почему я на это пошел. Но я говорю, какая-то неведомая сила меня потащила туда. Вот помимо моей воли даже. Ну, с моей воли, конечно, но все-таки настояла на этом. Я поехал туда. А уже в 1999 году, все-таки плотницкий центр появился. Уже у меня было, наверное, человек, 6-7. Из них были и опытные ребята. Пришли даже кое-кто, кто и почти не пил. Вот. Пьяниц пришлось выгнать, конечно. Но они первое время они дали результат, все равно дали результат. И слава богу, они почти все умерли уже, конечно. Слава богу, что они пришли, и что они поняли это дело, и поверили в меня, поверили в это дело. Вот. И мы несколько памятников сделали быстро очень, быстро, буквально за год. И тогда все поверили, что мы, наверное, что-то можем. А в 99 году, уже в конце года, я занялся Преображенской церковью, вплотную. То есть вышел на Преображенскую церковь, взял своих парней, молодых, с высшим образованием. Это Любимцев Саша, Кусела Александр и Герман Костя. Он занимался археологией в музее. Вот. И мы в ноябре-декабре месяце выехали на остров. Я уже мог немного от плотницкого центра как бы чуть-чуть освободиться, поручал там им своим дело, они делали, ребята. Вот, и мы стали очень внимательно, немножко не так, как все до нас изучали Преображенскую церковь. То есть начали с подклета, самое главное. Все было написано, что с ней случилось за 300 лет. Все было написано в подклете, не наверху, а именно в подклете. Почему она расползлась, почему она покосилась, почему она проселась. Все было написано там. И вот я сейчас вспоминаю еще 97 год, когда я приехал на работу в Кижи. Очень такие характерные вещи, которые остались в моей памяти. Меня Лопаткин сразу за опытом начал отправлять за границу там. Ну, молодец парень, что там. Я уже где-то в ноябре уже поехал в Швецию. Была международная конференция. Ну и там все разговоры о деревяннозодчестве все-таки сводились к реставрации Преображенской церкви. К нашей. Все эти немцы, французы, там, скандинавы. Все равно разговор скатывался к Преображенской церкви. Что вот она бедная падает, что все, вот, ну все, русские ничего не делают. Я помню тогда один московский профессор, тоже он был участником этой конференции, мне запомнились слова, он вышел и начал выдоказываться слов. Да, вообще Преображенская церковь — это деревянный символ России.
Молодец, да? Как-то вот емко очень, в нескольких словах. А через несколько лет я услышал, Амонс такой был, замминистра культуры России. У нас Министерство культуры менялось при мне там раза 3 или 4. Но вот очередной был зам. Амонс тоже сказал неплохо, что Преображенская церковь — это головная боль России. Представляете, какие, да? Вот. Ну, такие вещи запоминаются. Вот, и вернемся опять, значит, 99-й год. И тогда уже у меня как бы пришла идея, как делать. Вот этот способ, который есть. Вообще, если быть честным, а честным надо быть всегда, я считаю, особенно в конце своего пути, особенно. Первому пришла в голову Смирнову Николая Ивановича эта идея. Я вернусь немножко назад снова. 1980 год, закрыли церковь на почти 40 лет. Вот будет в ближайшее время открытие. И туда внедрили металлический каркас. И тогда Николай Иванович Смирнов, это московский инженер, сейчас он еще живой, ему уже за 80 лет, недавно мы с ним по телефону разговаривали. Он разработал проект, ну и еще с ним был архитектор проекта Зайцев Борис Ефимович. Я специально вспоминаю эти имена. Вот тогда он первый, Николай Иванович, предложил разделить на пояса и вывесить их на этом металлическом каркасе. Но у нас же как? У нас же это самое, невозможно работать было тогда тоже, как и сейчас, не знаю вообще. Вот сейчас, последние дни, не знаю, но тогда же было очень много академиков, профессоров, которые орали на всю Россию, что так делать нельзя. Хотя не вчитывались ни разу в проект Николая Ивановича, ни разу. В 1999 году мы предложили метод. В 2000 году мы разработали проект, уже Архаманов подключился, и институт их. Вот, разработали проект эскизный реставрации Преображенской церкви, где я руководил разделом технологии реставрационных работ. Мой подписано даже этот раздел. Хотя я был начальником плотницкого центра. Был создан комплексный коллектив по распоряжению нашего директора. Вот. И когда был создан этот эскизный проект, его нужно было как-то дальше толкать. Естественно, вытащили на Минкультуры. В Минкультуре проходил не один технический совет, не один раз, а, наверное, раза 3. Там, конечно, всяко было, и нас там трепали, и возражали, и что это ерунда, что это фантастика, что этого никогда не будет. Вот. Но другого-то никто не предлагал. И поэтому некоторые, а потом это оказалось, может быть, большинство какое-то, да, из этого всего состава, проголосовали за то, что эта идея может жить. Вот так было, понимаете? Потом нас последний раз вызвали всей командой, наш человек 6, наверное, было на президиум Академии наук архитектурных в Москву. Там тоже этих академиков было, наверное, человек под 20. Где нас долбали вообще со страшной силой. Ну, представляете, все академики. Или я там простой инженер. Ну и что? Ну, лезет он с какой-то там безумной идеей. А мы академики, а мы скажем, что это все ерунда. Хотя и не разбирались. Хотя бы взяли проект перед этим, посмотрели бы. Нет, ну что, ну, почему-то у нас так в России. Вот почему так мы и живем, поэтому, наверное. Вот. И тоже нас задолбали. Как только могли. Но, правда, там молодец Катанандов оказался. Он как-то верил в это дело. Тогда он был нашим главой республики. Он сам нам ответил, типа, не мешайте письменно. Они начали писать Катанандову, жаловаться, что вот там это затевают. Он сам им ответил, даже нас не трогал. Вот это, наверное, второй был такой вот шаг, да? Толчок. Почему все-таки это пошло? Значит, все-таки решение тех советов было. Потом вот Катанандов был за. Хорошо подключился, начал дополнительные металлические конструкции к основным смирновским. Стал это самое допроектировать. Потом подключился с его подачи Савельев. Это вот Саша Александр Саныч. Кстати, его подарок тоже. Вот, Петербург. Уникальная фирма. Уникальная. Они с нами работают с 2004 года. Он подключился, начал эти железки изготавливать. Они уникальны. Там каждая железка своя. Там нет вот повторяющихся. Мы начали потихоньку монтировать туда. Конечно, побаивались. Ну, что делать? Ну, такой объект. Вот и все. Вот так дело пошло. Чувствуется, что, конечно, мы сделали великое дело.
действительно великое дело. Я же вам сказал, помните, да? Запускали космические ракеты, они могли справиться с обыкновенной церковью. Вот, да, конечно, получилось. Причем это как-то везло где-то, во многих местах просто везло. Прямо скажу, как будто нам кто-то помогал. Вот, везло. Вернуться обратно я уже стар, да и я не хочу, конечно. Насчет, вот вы назвали термин, насчет вредного я бы не согласился. Я никогда никому не вредил, вот, и не пытался, тем более из-под тишка или еще как-то. То есть вредно это не точно. Может быть, там строгий, может быть, там ругаюсь много. С Рахманом, например, постоянно ругался, и жена моя знает, что вплоть до того, что отправлял из дома. Вот. Всяко было, конечно. А иначе бы ничего не вышло. Конечно, мне повезло, что я попал вот в такую струю, да. Я считаю, что повезло. Не каждого человека направляет туда, куда надо. Ну, в данном случае, конечно, это очень сложно. Ну, представляете, когда церковь вывешена, Елена? Представляете, да? Это 600 тонн. Ну, скажем, церковь там поменьше, 450 тонн. Ну, вот. Ну, это же все в воздухе. Все это страшные ветра. Да, металлический каркас. Да, но кто его знает, где-то лопнет. Вот. Ну, слава богу, все обошлось. И я много ночей просто, вот, особенно когда ураганы, я не спал прямо. И приходил измученный на работу. Надо было продолжать работать. Конечно. Если бы не она, да я бы, наверное, тоже не был бы. Вот. Она тоже была, она работала на Валаме долго. Лет 12, по-моему. Представляете, на Валаме. Тоже чего хорошего. Когда там пьяницы, инвалиды. Вот. Она там вот девочек взяла после того, как родители утонули. Там утонули родители в бурю в ноябре, в 83 году. И 4 человека детей остались. Вот две девочки взяла Людмила, старшая сортовали еще живет, а Таня наша младшая дочка. Вот так мы ее вырастили. Я считаю, что это тоже, в общем-то, достойно уважения, наверное, да? Что это все благодаря, конечно, Людмиле Михайловне, в основном. То есть она железный тыл. Не было бы такого тыла, да, конечно, не потянуть.